Доброго времени суток. Нас уже больше 500 человек. Месячная аудитория вообще космос. 26 662 человека. Это статусом на 2 августа. И за ближайшие 28 дней меньше, чем за месяц. Просмотров больше 23 тысяч. Ура! Многие люди пришли на канал впервые и не знают, чего ожидать. Вам есть смысл посмотреть это интро, потому что если вы пришли на конкретное название и ждете, что внутри будет все про это название, просто посмотрите это интро, и я вам объясню, что здесь, в целом происходит и какая общая логика канала. Если вы уже давно подписчик, конкретно это интро, если вы еще не слушали, то для вас есть смысл тоже посмотреть, потому что здесь будет информация о том, что мы сделали за полгода, где искать те полезные вещи, которые можно найти на канале, чтобы вы получили максимум пользы, потому что не факт, что вы смотрели каждое видео. Я сейчас вот в интро попытаюсь сделать обзор полезностей, где что искать. Если вы пришли за конкретным названием, что вы смотрите, что вот вам нравится название, и вы хотите все узнать об этом, и думаете, что у меня будет четкая инструкция вот именно о том, что на картинке. Это не так. Будни веб-код блогера США, и поэтому я здесь рассказываю просто свою жизнь, как я создаю эти продукты, и даю подсматривать. И если у меня в видео было где-то 5-6 прикольных моментов полезных, то мне надо выбрать какое-то одно описание для видео, чтобы оно было на картинке. Вот я выбираю с 5 названий, что было полезно, что-нибудь одно, загружаю на картинку и загружаю в YouTube. В результате вы получите больше, чем написано в названии, но при этом нету специализации, что то, что в названии, будет именно только об этом внутри видео. Нет, это так не работает. И если вы начали смотреть просто какое-то видео, а оно там, допустим, идет 40-я или 50-я серия там мобильной разработки, то я рекомендую просто перейти в мобильную разработку, в этот сам плейлист и начать сначала, потому что непонятно, вырвано из контекста те достижения, те сложности, которые есть, а если вы смотрите последовательно, то вы будете хорошо понимать контекст, откуда мы идем, как развиваемся, куда пришли по факту. Я здесь, чтобы вы смотрели этот канал и повышали вашу IT-насмотренность, поэтому если вы глянете базовые какие-то видео, то вы самостоятельно сможете навеб-кодить свой проект, и я буду очень рад, если вы заработаете много денег благодаря этому. Как проще всего оперировать, управляться с каналом? Перейти вот сюда вот в плейлисты, и здесь уже, такие вот есть как сериалы, которые можно смотреть. Нет смысла вклиниваться в какой-то конец какой-то серии, а надо смотреть вот с начала до конца, как там все было. Допустим, что мы сделали? Мы создали сайт, то есть если вы хотите создать ваш сайт, то вы заходите вот сюда, в кодинг, создание сайта с нуля, и здесь тематика такая, у меня переведено на английский язык из-за языка браузера, то есть как дешево купить домен, как подключить сайт к бесплатному хостингу, как подключить почту, чтобы она доходила, как залить базовую страницу пустую, как потом сделать много SEO-оптимизированных страниц, как подключить платежную систему, как сделать сайт видимым в интернете, и даже пришел лид на $1200. Это все в онлайне я показываю, как все есть. И вот если мы зайдем просто в Google и напишем наш сайт, то сайт индексируется, продакшн запустили, показал, как вот это сбор. То есть здесь полноценно все уже и работает, и прикручено, и оплаты проходят. То есть это проверено живыми деньгами. Так что если вы захотите создавать ваш сайт, то полностью вся инструкция от начала до конца здесь показана. Сначала смотрите, там под еду 20 минут в день. Я работаю только в том окружении, которое показал, как настраивать. И вот здесь вот есть плейлист по установке и настройке окружения. А что вы найдете? Изначально я работал из-под Windows, поэтому я показывал, как устанавливать IDE, удобный мониторинг, чтобы визуально смотреть, как писать код, контролировать искусственный интеллект, как его связать с Git, как установить Cloud Code, плагин, как установить браузерную автоматизацию, чтобы она подхватывалась. Google Anti-Gravity IDE поставил, как можно делать связку с оркестратором Paperclip AI, Hermes и ZAI. Там целая серия по автоматизации этого направления. И все получилось. То есть поднял, автоматизировал и даже делал попытки залить русский язык в сам Paperclip. Потом я переехал на Linux, потому что начал в продакшене использовать сервер. Сервер настроен на Linux. GitHub Actions тоже крутится на Linux, поэтому тесты, которые я пилил на винде, они просто падали. Поэтому мне пришлось переехать на Linux, потому что
что внутри Windows только 50% системы выделялась под Linux, и она неполноценно работала. То есть я быстренько тесты там не мог закрутить, поэтому пришлось переехать на бесплатную Linux основу. Ну, и я доволен. Что мне понравилось в Linux, что я могу нажать просто сочетание клавиш и переехать из пользователя в админа. Я изолировал искусственный интеллект под пользователя, чтобы он не мог ничего делать, а какие-то настройки и права выдаю из-под администратора. В Linux, в отличие от Windows и в отличие от macOS, можно просто сочетанием клавиш перескакивать от админа к пользователю, как будто бы несколько рабочих столов. Если вы начинаете веб-кодить, то есть смысл посмотреть видео по настройке окружения. Если вы опытный разработчик, то вам будет интересно посмотреть выводы архитектуры, методология, секреты, да, то есть вот эти вот 8 видео, они сжато компактно по тому, как можно улучшить ваше взаимодействие с искусственным интеллектом. Это уже для таких людей, кто вполне свободно ходит при помощи искусственного интеллекта. Создание гибридного приложения, здесь сколько, 50 видео. Если их открыть, создаю гибридное мобильное приложение от самого начала. Регистрация аккаунта, так, чтобы не надо было тестировать тестировщиками. Ну, в общем, есть там хитрости, которые лучше сразу делать, и лучше вы посмотрите 4 часа видео и сэкономите себе месяц жизни, чем просто начнете делать самостоятельно что-то, и у вас будут сложности. То очень рекомендую посмотреть вот эту вот серию по созданию гибридного мобильного приложения. Какие результаты сейчас? Мы уже опубликованы в Google Play. Уже это приложение, оно ищется, находится. То есть я выкатил в продакшн. Я выступаю против блогеров, которые только рассказывают про инструменты, что вот эта хорошая фишка вышла, вот это хорошая методология. Здесь я создаю действительные IT-продукты, выкатывая их в продакшн. Поэтому если блогер создал какой-то свой продукт, я с большим уважением отношусь к такому блогеру. Если блогер просто за 20 минут создал какое-то приложение, которое полностью без бэкэнда, полностью шевелится на мобильном телефоне и даже не планирует его никак монетизировать, ну, это больше такое вот желание привлечь внимание, много кликов, большое количество подписчиков, но фактически именно так, как я показываю, создаются IT-приложения. Это трудоемкий процесс, надо участвовать человеку, смотреть, проверять, направлять искусственный интеллект, потому что он самостоятельно делает неправильные предположения и неправильно строит IT-продукты, которые вы ему заказывали. Поэтому рекомендую вот этот плейлист к просмотру. Роботы, парсеры и автоматизация. Тот, кто хочет разобраться в веб-автоматизации, то здесь есть определенные селекторы, которые мы можем посмотреть, что вот у этого элемента вот есть такие селекторы, и как-то скопировать этот селектор так или более как-то по-умному. И показано, как можно автоматизировать браузерную работу, не используя токены. Для вас это будет бесплатно. Вместо того, чтобы поручить искусственному интеллекту, вы можете написать при помощи искусственного интеллекта скрипт, который будет выполнять определенную логику, и это будет стоить вам 0 денег. Ресурсы вашего компьютера, но вы не будете оплачивать там API токены искусственного интеллекта. Для того, чтобы разобраться в веб-автоматизации, есть смысл посмотреть вот эти вот моменты. 18 видео по ZAI, Minimax, Paperclip Orchestrator и Hermes. Здесь рассматривается, как это все быстро настроить, и в том числе там есть полноценная инструкция для вашего искусственного интеллекта. Вы туда заходите, сбрасываете просто ему ссылку, и он уже берет мои файлы, берет мою логику и сам вам настраивает эту связку. В чем-то сложность. Paperclip Orchestrator, он управляет агентами, это 0 людей компания, где генеральный директор искусственный интеллект, главный технический директор это искусственный интеллект, разработчик это искусственный интеллект, дизайнер это искусственный интеллект, тестировщик искусственный интеллект, и вот это все вместе 0 людей компания. И это все настроил, все работает из-под винды. Hermes, к которому привязаны вот эти вот китайцы ZAI, Minimax и еще куча всяких OpenRouter и другие, Cloud Code, Gemini, туда многое можно подвязать. Он крутится на VSL 2, на Linux эмуляции внутри Windows, а связка должна из винды пробрасываться в виртуализацию Linux, там должен крутиться искусственный интеллект должен обращаться к винде по API в локальный сервак, который крутится на localhost в Windows, парсить по API JSON запрос, какие задачи на него расписаны, что он сделал, в формате отдавать туда отчет, чтобы Paperclip смог это обработать. То есть задача, она вроде бы кажется, что простая, ну как вот, сделать так, чтобы агенты работали внутри Paperclip. Но на самом деле это достаточно сложная задача инфраструктурная, и вот здесь вот есть инструкция, как это настроить просто. Ну, давайте глянем, где это находится. Здесь вот есть
4-минутное видео, вы в него заходите, и вот здесь вот есть вот эту ссылку, просто копируете, закидываете ваш искусственный интеллект, и он все сам настраивает. Просто и понятно. Кому может быть полезна командная разработка в GitHub? Здесь я пытался добавить русский язык в Paperclip, и что здесь показываю, как работать в команде в GitHub. Я зашел на их GitHub, я посмотрел, какие у них правила для разработчиков, которые хотят сделать PR и мерч в их проект, разобрался, как они формируют тикеты, нашел issues на их GitHub, сделал правильное сообщение, которое автоматически закрывает их GitHub issues, и встроился в их систему, прошел пайплайн, CI-проверку, все зелененькие там были, и где-то в течение недели я поддерживал up-to-date в актуальном состоянии мою кодовую базу, что они постоянно там выкатывают какие-то обновления, и мне мой код надо постоянно догонять, чтобы он был mergeable, чтобы его можно было слить в единую кодовую базу. А здесь был хороший опыт по тому, как делать командную разработку, то есть я прошел все их этапы, чтобы я был принят. Причем мне даже их инвесторы написали, что да, это важная правка, что она стоит в приоритете. Локализацию для Paperclip, здесь 29 видео, здесь от Merge PR. Если вы уже создали, допустим, свой продукт, и вы хотите выкатить новые языки, то вот локализация, полезное видео, как можно все из захардкоженных названий локализовать. Также провожу хакатон. Здесь есть видео по самому хакатону, а есть видео по разработке сайта хакатон. И разработка сайта хакатон, она прямо сейчас идет. То есть мне интересно пободаться с лидерами рынка в мировом масштабе. Разрабатываю свой сайт по хакатонам. Это внутренняя страница. Так выглядит внешняя страница. А Cloud строил, Gemini сломал тут то, что было. Я вижу, что здесь не все так, как я выстраивал. Если вы желаете подключиться, то просто переходите hackonvibe.com, нажимаете логин, регистрация. Да, Gemini сломал мне сайт. Отдельное внимание предлагаю обратить на полезное, актуальное, короткое. Я на самом деле не сильно люблю инструкции, но инструкции вот здесь вот собраны. Там, где я веду фактическую разработку, которая обучает, так, чтобы вы повысили вашу IT-насмотренность, и чтобы вы самостоятельно могли решить все ваши задачи. Это вот эти вот все видео. Там, где у меня не получилось записать обучающих стримов, обучающих видео, допустим, я там 3 или 4 дня работал, не снимал, и там было много важных каких-то моментов, которыми я хочу поделиться. Вот это попало в полезное, актуальное, короткое. Здесь создание оверлея нажатых кнопок. Вот такую вот программу запилил. Она визуализирует нажатые клавиши по мышке, и пилил еще переход в Linux магазин. Можно купить это все вот в таком вот магазине. То есть буквально за $1 навсегда поддержка. Автоматически закрывает, если начинаете вводить пароль, то оно сразу начинает вводить вот такие вот символы. Чаще всего работаю в Cloud Code, которым доволен. И здесь есть Cloud Code Status Line. Вот такой вот Status Line для Cloud Code, где показывается, насколько забит контекст, какая модель используется, степень усилия, ну, фактически контекст. Мне это очень сильно помогает. Синий — это значит, что контекст был сброшен, то есть он сделал компакт, и он забыл свою роль. Skills, допустим, если вы какие-то используете. У меня я написал свой skills, это практическая философия, которая используется для написания кода, для создания, для тестирования, логики. Ну, если все синее, то значит он должен перечитать. Я если увидел где-то синее, то я ему говорю, перечитай практическую философию, тогда он создает классный код. Вот зелененькое — это просто можно никак не трогать, а желтенькое — это уже надо обратить внимание, может быть, скоро надо будет записать готовое, если он долго там ушел в какую-то разработку и не мерджил, чтобы он не потерял работу. Ну, а красное — это уже очень вероятно, что прямо сейчас есть смысл записать как минимум исправление к техническому заданию, которое я дал. Вы просто это скачиваете себе, допустим, скачать download zip, и все. Ваш искусственный интеллект из этого всего соберет, что все работало. Если есть желание там пообщаться с единомышленниками, вот переходите в Telegram, до 50 человек, но никаких ботов нету, никакого спама нету, никто ничего не продает. Ну, так достаточно как-то лампово. Как говорят, можно вечно смотреть на то, как течет вода, горит огонь и работает другой человек. Так что приятного вам просмотра. Доброго времени суток. Сегодня хочу поговорить о том, какой Gemini пластун и обманщик. А что было раньше? Gemini сделал по себе статистику, которая, ну, скажем так,
не репрезентативно. То есть в то время как здесь у Клауда там были там 1400, там $2000 расходов за сутки, то у Gemini там были расходы там $4, там $20, и то это уже, ну, как увеличенная сумма. Вот здесь вот показывается. Чаще вот что-то такое, да, показывало там $5-6 за сутки. Ну, давайте мы это изменим. Давайте мы услышим мнение третьей стороны. Между Cloud и Gemini кто третья сторона? GPT-чат с его как его, кодекс. Кодекс. Где наш кодекс? Так. Дэшборд. Услышим нашего кодекса, что он скажет. Дай мне выводы, пожалуйста, потому что по факту было, как сам Gemini построил расчет себя же, и как на самом деле правильно было строить. Давайте в конце вопрос поставим. Это интерфейс, ну вот, GPT 5.6 Soul. Это самая крутая модель GPT кодекса. По факту Gemini изначально построил учет так, что он сильно занижал собственное потребление. Что сделал Gemini? Каждый фрагмент журнала считал примерно один раз. Пользовательские сообщения и результаты инструментов относил к input. Thinking и TLSALUS относил к output. Практически не учитывал повторную отправку всей истории при каждом новом обращении к модели. Не включал обычный текст ответа модели в output. Сачи показывал как 0, потому что антигравиты не предоставляет реальные данные у Сачи. Получается, даже мы не сможем нормально построить метрики, потому что кэширование не предоставляет Google по факту. Главная ошибка была концептуальной. Gemini измерял объем уникального текста в сессии, хотя API токены расходуются на каждом отдельном модельном вызове. Правильная модель расчета. 1. Перед каждым планер респонсе берется весь накопленный контекст, системные инструкции, сообщения пользователя, предыдущие ответы модели и результаты инструментов. 2. Этот полный контекст заново записывается в input данного вызова. 3. В output включаются текст ответа, Thinking и сериализованный TLSALUS. 4. Checkpoint заменяет прежнюю историю своей суммары, после него контекст начинается с этой сводки. 5. Ephemeral System Message учитывается только в ближайшем вызове и затем удаляется из контекста. 6. После каждого вызова записывается кумулятивный Gemini прогресс, аналогично у снимкам Cloud. Я попросил просто проанализировать, что и как. И он говорит, ну, Cloud код честно показывает и точные результаты, а Gemini занижает. Поэтому он сравнивает с Cloud, потому что я попросил настроить так же честно, как Cloud. Результат на реальных данных. Старый расчет. Около 2.33 MLN токенов. Исправленный расчет. 25.65 MLN Estimate токенов. Занижение было примерно в 11 раз. То есть Gemini фактически посчитал, сколько уникального текста прошло через сессию, а считать нужно, сколько текста было передано модели во всех отдельных вызовах суммарно. При этом новый показатель все еще честно обозначен как Estimate. Антигравиты не отдает точный проведерусаги и сведения о реально примененном кэше, поэтому полный input реконструируется по журналу, а CC остается нулевым. Это намного ближе к реальной API стоимости, но не выдается за фактический счет Google. Вот так вот. Наверное, так и назовем, что Gemini занижал свою стоимость в 11 раз, то есть повышал свою, в кавычках, эффективность, хотел мне показать, в 11 раз, что, ну, на самом деле, конечно, просто ужасно. Если я хочу сравнить модели и дать им одинаковое задание и сравнить их по какой-то методике, ну, в том числе по затратам токенов, то как мы можем честно сравнить Gemini с Cloud Code? Честно сравнить можно, но нельзя смешивать объем работы модели и расчетную стоимость. Для Cloud есть реальные USAG-счетчики, включая кэш, а для Gemini – реконструкция контекста без данных о фактическом кэшировании. Я бы строил сравнение в 3 независимых слоях.
1. Качество результата. Одинаковые задания выполняются из одного и того же состояния репозитория. Одинаковые коммиты, чистые варкфреи. Одинаковые инструкции и доступные инструменты. Одинаковые тесты, критерии готовности. Одинаковые ограничения на интернет. Время и число попыток. Результат оценивает независимый проверяющий. Проверяющий не должен знать, какая модель выполнила работу. Основные показатели. Прошли ли тесты. Выполнены ли требования. Появились ли регрессии. Качество и размер div. Сколько исправлений понадобилось после ревьюев. 2. Эффективность агента. Отдельно измеряем процесс. Время до рабочего результата. Автономное время. Количество вмешательств человека. Количество модельных вызовов. Количество tailsales. Число неудачных команд и повторных попыток. Сколько раз агент переделывал собственное решение. Это часто важнее токенов. Агент может потратить больше токенов, но закончить задачу с первого раза без участия разработчика. 3. Токены и стоимость. Нужно показывать две разные метрики. Объем обработки, сантекст эквивалент токенс для Cloud. Input сочетается output для Gemini. Recentrusted input каждого вызова. Recentrusted output — это наиболее сопоставимый показатель того, какой объем информации прошел через модель. Кэшированные токены Cloud здесь не исчезают. Модель все равно использовала этот контекст. Расчетная API стоимость для Cloud считаем по отдельным ставкам. Обычный input сочетается output для Gemini сейчас можно честно показать только. Но API эквивалент и эстимати, поскольку антигравиты не сообщает, какие части контекста Gradle фактически закэшировал. Стоимость Gemini с кэшем нельзя представлять как точную. Текущий расчет Gemini — консервативный сценарий без подтвержденного кэша. Стоимость успешного результата. Главный итоговый показатель я бы назвал. Стоимость одного принятого результата, если модель не выполнила задачу. Дешевые токены не делают ее победителем. Если выполнила, тогда сравниваем качество, время, вмешательство и стоимость. Для устойчивого результата одно задание желательно запускать не один раз, а хотя бы 3-5 раз на каждой модели. Затем показывать медиану, лучший и худший результат. Агентные задачи обладают большой случайностью, поэтому сравнение одного запуска может быть несправедливым. Итого, по объему Cloud и Gemini можно сравнивать через Context и Equivalent Tokens. По деньгам Cloud получает более точные API Equivalent и эстимати, а Gemini явно подписанный мод через Recentrusted и эстимати. Утверждать, что обе денежные цифры имеют одинаковую точность, было бы нечестно. Получается, для честного сравнения, чтобы именно вот так вот, как в аптеке провести, то надо по API подключаться к каждой модели и смотреть, насколько она была эффективна и сколько денег она прогнала через себя, но еще запускать их по 3-5 раз для выполнения одной и той же задачи. Ну, с точки зрения научного подхода, наверное, это правильно. С точки зрения затрат, ну это сразу так думаешь, даже не знаю. Одно и то же там для научного подхода 3-5 раз запустить. Ну, в принципе, правильные мысли. Можешь ли ты в дэшборде исправить цифры, чтобы уже показывались актуальные, не только на будущее рассчитывались актуальные, правильные, но я так понимаю, что у Gemini есть журнал, то приведи, пожалуйста, в соответствие цифры, чтобы они стали правильными и актуальными, или они уже приведены. Да, исторический журнал Gemini уже был пересчитан целиком, не только новые сессии. Сейчас еще раз проверили вишарды и время последней сборки дэшборда, чтобы подтвердить актуальное состояние цифрами. Да, тут были какие-то там цифры, там 30 тысяч, там здесь 20 тысяч, вы, наверное, помните по предыдущим видеозаписям, стримам. А здесь уже миллионы пошли по факту, когда пересчет пошел. Окей, сравниваем модели. Пока что мой опыт такой, что Cloud Code рубится агентно до конца, ну то есть вот сколько. Он прямо сейчас работает агентно. Он работает уже там... Вот рекорд там 43 часа он работал без моего вмешательства. На самом деле он работает днями, отчитывается мне в отдельный дэшборд, задает вопросы, я ему отвечаю на эти вопросы, и поэтому вот этот вот показатель автономной агентности, он сбрасывается. Но он работает очень хорошо. А по Gemini он завис на 2 часа, забыл
закрыть задачи, они там висели, и они учитывались как сессия. Что у нас по... Да, я хочу, чтобы сделал он себя другим цветом. А сделай, пожалуйста, чтобы везде, во всех метриках, Cloud имел такой вот оранжеватый фон, у Gemini, чтобы был фиолетовый фон, а у тебя, чтобы было такой вот черно-белый фон. Примени, пожалуйста, это. Ну и получается, если через Gemini идут какие-то модели, то это Gemini модели. То есть даже если Cloud Code или GPT идет через Gemini, то это надо учитывать как Gemini. Вот, и что здесь получается? Gemini вообще не мог ничего сделать. То есть даже какую-то рутину там обычную, которую я просил сделать, там все записано просто по чек-листу, соркестрировать уже существующими скриптами. Не может. А кодекс смог. Кодекс и разработку смог сделать более сложную. То есть у него действительно был результат и агентность. Он почитал мою философию, он ее начал применять. Ну, то есть вот 40 минут, но это 40 минут осознанные у GPT. И он еще работает на подписке $20. То есть на подписке $20 я прямо очень много сделал. Вроде бы GPT, она дорогая. Ну, за единицу токенов, если сравнивать. Сейчас вот мы посмотрим. Так, Cloud Code, кодекс. Вот, там 30 за миллион, то есть дороже, чем Opus у Cloud Code. Но они тоже работают. То есть OpenAI молодцы. Агентность хорошая, слушается, разрабатывает код, поднять, может прочитать, выполнять инструкции, которые я хочу от него. Ну, то есть я в целом доволен. Клауда, проверенный такой рабочая лошадка, которая там днями уже работает. Google плохо, и вот сейчас еще буду тестировать кодекс от OpenAI. Вот визуально как раз отделился он, легко видеть, замечать. Ну что, какие у меня были мысли, да? То есть, если Gemini такой дешевый по токенам и по всему остальному, то его можно попытаться привязать там на какие-то несложные задачи, там, допустим, нарезку этих шортсов, на анализ транскрипта видео, на вытаскивание интересных моментов из транскрипта. Но он с этим даже и не справился. То есть он 4 или сколько? Или 3, или 4, или 5 раз он просто не мог прочитать транскрипт длинный, там, больше часа. Вот это уже еще больше. Правильно, накатил черно-белое. Классно, то есть это я про кодекс говорю, OpenAI. То есть он сделал первую версию, проверил, как оно, увидел, что, не очень соответствует техническому заданию, и сделал, докрутил. Мне прямо нравится, он умничка. Хорошо, что, повышайте вашу IT-насмотренность вместе с нашим каналом. Если досмотрели до конца, то поставьте, пожалуйста, какой-нибудь лайк, подписку. Если уже подписались, спасибо вам. Желаю вам создавать отличные IT-продукты, пусть они будут миллиардники, и желаю вам финансового благополучия благодаря вашему новоэпкоденному проекту. Всех благ.